Многие считают, что мороженое – это современный десерт, потому что технология замораживания появилась сравнительно недавно. Однако человечество наслаждалось этим лакомством тысячи лет. Если вы хотите узнать, откуда взялось мороженое и кто его придумал, присоединяйтесь к нам. У мороженого довольно древняя история. Началась она в Персидской империи где-то в 500 году до нашей эры. В те ранние времена люди поливали лед виноградным соком. И это было мало похоже на настоящее мороженое, а скорее на фруктовый лед. Затем персы стали перемешивать вареную вермишель с сиропом, розовой водой и соком лайма и замораживать полученную смесь во льду. Лед завозился с близлежащих гор, но как его хранили в жарком климате? Оказывается, для этого персидские инженеры разработали куполообразный ледяной дом, который назывался яхчал. Под землей было устроено большое пространство с глубоким колодцем для хранения льда. После завоевания Персии Александром Македонским ему особенно понравился замороженный десерт, который он любил поливать медом и нектаром. Однако, судя по всему, мороженое было известно и в соседнем Египте, где лед и снег тоже использовались для охлаждения напитков. В Китае люди создали блюдо из переваренного риса, специй и молока, которое ставилось в снег для охлаждения и использовалось в жару как освежающее угощение. В Древнем Риме император Нерон очень любил охлажденные фруктовые напитки, поэтому отправлял множество рабов на альпийские ледники за льдом и снегом. Но все это скорее мифы, чем реальные исторические факты. По всей видимости, десерт на основе молока, действительно похожий на мороженое, появился лишь в Древнем Китае. Для этого молоко нагревали и оставляли для брожения. Затем получившийся йогурт смешивали с мукой для загущения, разливали в пробирки и замораживали в контейнере со льдом или снегом. Перед подачей в блюдо добавлялась камфора. Это ароматическое вещество, собираемое с вечно зеленых деревьев. Считается, что путешественник Марко Поло, вернувшийся с поездки на восток, представил рецепт приготовления мороженого Италии. Местные кулинары сначала делали простые замороженные напитки изо льда и фруктового сока и называли их сорбетто. Потом они решили смешать лед с молоком, медом и разными фруктами. Такие угощения стали очень популярны в высшем обществе. Затем повара заменили молоко сладкими сливками, и это стало первым в мире настоящим мороженым. Из Италии мороженое стало распространяться по Франции, где в рецепт стали добавлять яичные желтки. А уже из Франции мороженое прибыло в Англию. Король Карл I был первым британским монархом, который ел мороженое и даже построил ледяной дом в центре Лондона. В 1686 году итальянец Франческо Прокопио открыл первое кафе-мороженое в Париже, где клиентам предлагали до 80 разных сортов мороженого. К 1744 году мороженое попало в Америку, где этот десерт очень полюбили такие знаменитые политические деятели, как Бенджамин Франклин, Джордж Вашингтон и Томас Джефферсон. По одной из легенд, за одно лето Джордж Вашингтон потратил на мороженое $200. Сегодня это около $5000. В 1846 году Нэнси Джонсон изобрела ручное устройство для изготовления мороженого. Через 80 лет это устройство было усовершенствовано, подняв производство мороженого на новый уровень. К началу 20 века люди все еще ели мороженое из посуды. Первый съедобный рожок появился только в 1904 году, и мороженое в таких рожках мгновенно стало популярным. В Киевской Руси простой народ ел смеси из замороженного молока, творога или сметаны с медом. А война с Наполеоном познакомила российскую знать с французскими рецептами мороженого. Во Второй мировой войне мороженое сыграло центральную роль в поддержании морального и боевого духа американских солдат. Даже баржи и самолеты были переделаны для производства мороженого. А в 1960-х годах НАСА изобрело мороженое для астронавтов. Сегодня мороженое едят на всех континентах. В Японии подают мороженое, завернутое в тесто из рисовой муки. В Индии – кульфи с добавлением белого хлеба. В Таиланде популярно тонко скрученное мороженое. А в Германии готовят мороженое в виде спагетти. Еще существует черное мороженое.
А самый дорогой замороженный десерт сделан из съедобного золота. Ну вот и все. Теперь вы знаете историю мороженого. Это великое изобретение не имеет конкретной даты и имени создателя. Вероятно, мороженое возникло в течение тысячелетий как плод совместных человеческих усилий. Всем пока! Увидимся в следующий раз!